Всем привет! Вы в настоящем моменте. Это город Ирпень, 11 января 2022 года. Как видите, у нас выпал снег. Редкостная для наших широт погода сейчас. У нас чаще снега нету, чем есть. Минус 8 градусов мороза сегодня. Но уже послезавтра снова все растает и будет плюсовая температура. Ко мне приехал наконец мой китайский инвертор, который будет преобразовывать энергию из аккумулятора в 220. И сейчас я поеду его забирать на почте. Смотрите, дороги у нас почищены с самого утра. Вот сейчас 10 утра. Уже все проехали, расчистили. Там люди чистят тротуары теперь. Надо с утреца как-то где-то зарядиться кофейком, потому что, ну, такое холодное утро. Хотя снежок такой сухой, не вязкий, рассыпчатый. Морозец легкий. В принципе, приятная погода сейчас, но кофейку надо все равно. У нас тут кофейня небольшая. Вот, покажи. Аморе кофе. Мы тут все время пьем кофе. Да. Наша кофейня. Особенно летом. Но такая кофейня, она в ней не посидишь, это чисто в машину. В машине, да. Нам даже так удобнее. Ха-ха. Просто праздник. Американо заказывали. Конечно. Все, я тогда к вам. Можно вместе с вами? И сколько это стоит удовольствие? Так, по 32 гривны каждая чашечка американо с молоком. Ага. Конфетки еще дают. Ну, дополнительно. было чуть дешевле, подорожало вроде, да? Было раньше 25, потом 30, сейчас 32, Ага, да, ага. подорожало кофе. Ну, там такая приятная девушка продает, рассказала мне историю про Дорофееву, сказала. Мгм. Да. Я теперь понимаю, что Ты ты меня сюда снимай, не вверх снимай, да. Говорит, не, интересная история. ходит за кофе сюда. Ну, Интересная история, говорит, Дорофеева, она с Дантесом. Дантес это ее муж. Я об этом ничего не знал. И она говорит, они карантин вместе проводили с какой-то семьей на К. Я вылетел из головы. Вот, и после карантина они расстались все, обе семьи со своими женами и мужьями. И Дорофеева вышла замуж за этого К, теперь она с ним, а Дантес теперь с этой женой. Как интересно. Вот это да. И Дорофеева написала об этом песню, и девушка говорит, эта песня у меня с головы не выходит, говорит. Короче, кофе будем ходить пить вместе. Зато тут, кстати, стабильно приятный кофе, мягкий. Я люблю мягкий. Да, кстати, кофе очень вкусный. И Да. без вот этой кислинки. Люди могут любить с кислинкой, но не я. Я люблю помягче. С пенкой, а так с утра приятно. Родной Ирпень. Здесь развернемся сейчас на этом пятачке и поедем на ту сторону железной дороги. Дёнер. Турецкий. Или какой-то там, да? Ну, в принципе, да. Дёнер это турецкая шаурма. И у нас тут можно ее попробовать. Со светом у нас как сейчас? Я так понимаю, что 4 часа свет есть, 4 часа нет. Вот такой приблизительно график у нас. И причем графики даже есть, да, какие-то? Да, график Да. четко 4 на 4 сейчас. 4 есть, 4 нету. Это у нас. В Киеве немножко лучше. В Киеве больше света дают. У нас тут Ирпень, ну как бы периферия, поэтому на нас экономят немножко. Ну, да. Ну, такое. И потом у нас не во всех районах одинаково. То есть в нашем районе видно, ну, считают, что нам меньше света, Есть чем в просто, центральных. насколько я понимаю, есть дома, которые находятся на линии с каким-нибудь, там, скажем, водоканалом, больницей, котельной, еще с чем-нибудь. И в этих домах свет практически не отключают или выключают гораздо реже. Им как бы больше везет, потому что, ну, больницу нельзя выключать, там амбулаторию. И из-за этого возникает даже некоторое недопонимание граждан.
типа возмущение в чатах там где-нибудь. А почему это дом напротив всегда светится, а в моем доме темно? Начинают жаловаться. Кстати, есть возможность на сайте ДТЭК, я так понимаю, это энергетическая компания наша, монополистическая. Можно жаловаться, ну, как-то оставлять какие-то жалобы на то, что где-то свет есть, а у тебя нету, как бы какое-то несправедливое отключение. Даже так можно делать. Некоторые утверждают, что жалобы работают. Ну, вот, допустим, чат нашей группы, нашего дома, вот там уже несколько раз бегали к мэру, к Маркушину и писали жалобы. То есть после этого стало немножко лучше даже, между прочим. Вообще нас отключали сутками. Мы сидели, у нас там что-то там, я не знаю, от чего зависит. Вроде как частный, в общем, с ДТЭКом что-то не подписано, какие-то документы, поэтому... Ну да, есть же дома, Да. которые не успели оформить договора с, ну, застройщики с этими, с ДТЭКом, с энергетической компанией, и у них там как-то по-другому. В общем-то, после 2 или 3 хождений к мэру у нас теперь уже, по крайней мере, 4/4. Нормально. Можно жить. У нас успевает квартира прогреваться, мы успеваем все постирать, все сделать, все там приготовить или там напечь что-то в духовке. То есть ну, мы не мерзнем, ну, нам хватает с головой. Когда нету света, мы подключаем свое оптоволокно, у нас интернет есть, то есть мы практически, если вечером это у нас лампочки на пауэрбанках, то есть мы практически не ощущаем дискомфорта. Ну, то да. есть 4/4 это у нас мы вообще не замечаем. Нормальный режим, Да, нам да. даже не надо включать от аккумулятора котел. Хотя у нас должна появиться сейчас такая возможность, Ну, да. в связи с тем, что мы забираем вот этот вот инвертор. У меня самая большая проблема в том, что мой ноутбук разряжается быстро, где-то за час. И зарядить его просто от пауэрбанков невозможно, а вот инвертор мне в этом должен помочь. Поэтому иногда страдает скорость выпуска видео от этого, потому что я монтирую на компьютере. Это, секундочку, это, я тебя, прости, перебью. Ну, во-первых, это, да, разбомбленное здание, но за ним, давай, может городок. быть, пошли посмотрим. Давайте заедем. Да. Модульный городок. Сейчас просто тупо Да. заедем, хотя я не знаю, можно ли сюда заезжать вообще. Ну, выйдем, если выгонят. Вот так вот. Это Мне просто интересно, интересно, живут ли тут люди? да, как можно жить в модульном городке сейчас, когда Отключают света свет. нету. Там же очень тонкие стенки. Да. Только от электричества все. То есть, если там не греется, это все равно, что ты на улице. Видите, стоят домики, ну вот эти квадратненькие модули. Ага. Их тут целое поле, можно сказать, вот так. Я уже Пошли однажды посмотрим. показывал это. Сейчас я припаркуюсь. Вот есть пустое парковочное место. И тут целый городок. Машины стоят. Интересно. Вот, посмотрите, это совершенно новенький модульный городок. Здесь я видел, даже в 2 этажа оставили сначала эти будки, но в конечном итоге в 1 уровень построили. Он тут не один такой городок, видите, вот сколько домов. Это вот одна площадка. Вон там я раньше показывал, видите, вон там прямо еще одна площадка польских домиков. И с той стороны, вон там дальше просматривается еще одна. То есть очень много. И мы спросили сейчас у парней, которые здесь проходили, есть ли тут свет, как тут люди живут. Он говорит, свет когда есть, тогда есть, а когда нету, тогда работает генератор. И вот, видимо, в данный момент либо генератор отдыхает, либо свет появился. Посмотрите, как... Такое чувство, что... Ну не все домики заселены, он сказал, что тут какие-то есть, видите. В общем, это польская помощь людям Ирпеня, которые потеряли свое жилье. Конечно, хотелось бы спросить у кого-нибудь, кто здесь живет, как оно здесь, что. Ну, велосипеды стоят, детские Велосипеды, да? коляски там какие-то, да. Я бы кто-то вышел, хоть что-то... О, пошли спросим. Так, короче, мы тут парня догнали, он вышел из одного из домиков, но не захотел в кадр попадать. Короче, во-первых, сказал, что спешит, но мы успели у него спросить, как тут, что, живут ли люди. Он сказал, живут. Мы говорим, ну не холодно, не замерзаете. Он говорит, нет, тепло, все нормально. Ну, в общем, походу, больше информации нам и не нужно. Раз люди живут и все в порядке, то
Собственно, зачем мы будем еще кого-то подстерегать? Еще не сделали, да? этот? Да, это СТОшка, которая сгорела. Ну, ворота поделали, тут же все было Смотри, Да. уже двери есть, да? Крышу Ну, как-то, крыши видно, нет. накрыли чуть-чуть там рубероидом, да, Ну, наверное? возможно, чтобы не разрушались. Нету у людей денег для того, чтобы все восстанавливать. Но многое уже восстанавливается. Я вам в следующих видео покажу, найду какие-нибудь дома, которые явно видно, что они восстановлены. Тоже восстанавливается. Но это недостроенный был дом, поэтому его не спешат восстанавливать, особенно стекла менять, потому что владельцев еще-то нет. Да и вообще неизвестно, сейчас же нападения ждут. Да. Ой, там вдалеке, вам не видно будет, но там наш любимый светофор, который сияет всеми огнями. А мы потом, может быть, я вам покажу его на обратной дороге. Вот частная Клиника, да. поликлиника наша, мы сюда ходим лечиться, Веста, очень дорогая. Нормальные цены, врачи более-менее. Да, и вот район БКЗ. И сюда почему-то на эту почту, в это отделение прислали из Китая мне инвертор. Хотя я не знаю почему так. Они там автоматически выбирают. А, нет, мы сюда еще поворачиваем. Дальше чуть-чуть. Вот правильный поворот. Кстати, здесь был магазин весь раздолбанный. Я в одном из видео показывал. Видите, поменяли окна, витрины целые, делают фасад. То есть происходит восстановление. А мы движемся, вот мы к этому дому вплотную теперь подъехали, к сгоревшему. Здесь, конечно, ничего не делают. Видно, слишком много нужно делать. Может, еще думают, что с ним делать. Самое интересное, что здесь и живут. Еще А в этой этом части доме, дома, в этой да. части живут, то есть часть сгоревшая. Мгм. Часть живут. Людям жить негде. И где-то здесь почтовое отделение, по-моему. Вот либо в том доме, либо в этом. Где-то в торце какого-то дома. Сейчас мы припаркуемся, я найду и заберу свой инвертор. До побачення. Приехал наш инвертор, небольшая посылочка. Приехал почему-то, я говорю, в такую неприметную почту. Я сюда не выбирал адрес. Так вышло. Ну, распаковку мы будем делать дома. Сейчас не имеет смысла его распаковывать, проверять, что там такое. Ура! Инвертор приехал! Кстати, не всегда они приходят рабочими. Вот в чем бывает проблема. Мне сказал мой друг, что его сестре из Китая пришел инвертор не работающий, и теперь они его ремонтируют. Я надеюсь, Ладно, радоваться не будем сильно. я надеюсь, нам... Вот если котел заработает, тогда будем радоваться. Или хотя бы ноутбук, да? Да. Все, друзья, теперь мы домой будем пробовать. Парк Дубки. Это какой ЖК? Это центральный, как раз Центральный. называется, да. Чья реклама стоит у нас на въезде в Ирпене, которую заменят на Ирпень город-герой. То странно, так заезжаешь в Ирпень, а там написано центральный. Что центральный? При чем тут центральный? Вот он, А, центральный. вот он наш любимый светофор. Посмотрите, как классно сделано, да? Прям весь красным горит, чтобы ты заметил. Ехать нельзя. Виталика любимый светофор. Ну да, мне было очень обидно, когда его разбомбили, разломали. Там еще летом прям на асфальте есть лампочки. На бордюре, по-моему, да, если точнее говорить. Внизу под ногами. Которые тоже разными цветами горят. Вот как интересно. Ну, а здесь, опять же, это недостроенный был дом. Это еще не сданное было помещение в аренду, вот это вот торговое.
коммерческие помещения, они вот так вот стоят, потому что, видимо, у застройщика нету денег или они не видят смысла пока завершать строительство. Поэтому все так и есть. Парк тоже, да? Да, это вот у нас сейчас центральная улица Соборная, самая транзитная, так сказать, если из Бучи ехать на Киев, то вот как раз по этой улице получается. Так, я не успел на Алекс красный. создает аварийную ситуацию. Да. О, скользко сейчас, носит понемножку. Наш любимый парк. А у нас все У любимые нас парки. все любят. У нас вообще в Ирпень весь. Тут тоже сквер с этой стороны, Да. видишь, это Зарифы Алиевой называется. Ирпень место парков. А здесь, вот видите, серый забор. Еще весной поставили здесь несколько вагонов с тем, чтобы расселить людей, жилье которых пострадало во время бомбежек. И здесь жили люди, которые работали на Укрзалезнице, то есть на железной дороге, и жили вот в этих вагонах. Мы вроде снимали. как. Да, мы показывали даже это. А сейчас, смотрите, самого вагона нету, ну то есть поезда, состава нету, а беседки остались. Говорят, что людей расселили куда-то в нормальное жилье, а вагон этот отправили ходить, так сказать, по рельсам, По назначению. по назначению, да. Скорее всего, там очень было неудобно жить почему-то. Ну да, В вагонах холодно. это такое. А это мойка у нас такая. Мойка, не знаю, как она работает без света. Мне, кстати, надо помыть машину, но я до этого никак не могу добраться. Мы принесли домой наш инвертор. Вот, распаковка. Мы никогда не снимаем распаковок, но сейчас вам покажем, как это происходит. Сняли с него целлофан. Влада теперь смотрит, как эту коробочку открыть. О, точно. О, точно, это инвертор. Похоже что-то. Смотрите, сам инвертор вот такой на 1000 ватт. Небольшой, я что-то думал, он будет больше. И к нему два проводка. Еще какие-то крепления. Еще какие-то. И все. Теперь мы будем это прикручивать к нашему аккумулятору и пробовать запускать всякие ноутбук заряжать, там, короче, как это будет работать. Этот инвертор нам обошелся 1300 гривен, плюс доставка 1600 гривен. Но сейчас в Украине, если его купить где-нибудь на сайте OLX, он будет стоить, знаете сколько? Не угадаете. 13 тысяч. Ну, да. Офигеть просто разница, поэтому... В 10 раз больше. Да. А это пришло с Алиэкспресс. Ждали мы месяц его. Кстати, нам говорили, придет 22 января. Пришло вот 11 января. И все, сейчас у нас есть возможность проверить его. Сюда приходит 12 вольт. Теперь на инвертор. Инвертор можно включить. Вот я его включил. Смотрите, работает. Показывает 12,3 вольта на аккумуляторе. Отлично. Уже рабочий, это уже хорошо. Вот ноутбук. В нем здесь сбоку загорается лампочка, когда... Сейчас покажу. Если напряжение подается. Давайте посмотрим. Включаем. О, видите, синяя лампочка. 220 пошло, ноутбук уже заряжается. Уже это... Уже не зря мы его купили. Да. Вот розетка от котла. У нас сейчас нету напряжения в квартире. Мы попробуем его запустить без заземления. Мы так уже пробовали, ничего не получилось. Но не с этим, с другим инвертором. Давайте попробуем включить без заземления. Что будет? Так, зажегся, да? Слушай. Но он работает, но трещит и не загорается. Вот здесь должна загораться оранжевая лампочка. И не загорается. Видите, не срабатывает. У нас уже было так, да? Да, зажигание. Мы использовали другой, похожий, чуть более мощный инвертор, и такое случалось. Поэтому мы выключаем сейчас и делаем такой момент. Сюда я одеваю проводок. Сейчас.
Это что такое? Не очень попадаю. Вот. Теперь втыкаю сюда снова. 0 там, где он и должен быть на котле. И у нас 0 есть еще, который здесь в сети полностью. Вот здесь у меня. Я вычислял его при помощи вот этой вот отвертки. Сейчас надо как-то поплотнее поставить. Вот так вот. Здесь тоже 0. Теперь, я надеюсь, заработает. А ну смотри, показываю. Так, идет запуск инвертора. И сейчас должен быть запуск котла. О, загорелась зеленая лампочка. Включился котел. И зажегся оранжевый огонек. Это значит, что газ пошел. И заработал наш котел. Это просто потрясающе, да ладно, друзья. мы сможем греться теперь без электричества, да? Да, только я не знаю, насколько долго хватит этого заряда этой батареи. Это аккумулятор на 60 ампер-часов всего лишь автомобильный. Но смотрите, уже показывает, было 12,3, сейчас после всех этих манипуляций показывает 11,6. Я очень боюсь, что его хватит совсем ненадолго. И мы решили еще проверить, работает ли горячая вода. Как ты ощущаешь, пока не работает? Работает горячая. Нагревается, да? Да. Ну, то есть можно констатировать, что у нас во время отключения света может быть отопление, горячая вода. Но насколько долго, все зависит от этого вот емкости аккумулятора. Если мы приобретем... В любом случае можно купить еще 2 аккумулятора. Он стоит, кстати, стоит 3500 гривен стоит этот аккумулятор, сейчас новенький, вот такой Варта. Почему я такой купил еще один? Потому что он подходит к машине. Если вдруг здесь он нам не понадобится, то он на машине нам пригодится всегда. Можем, по крайней мере, покупаться. То есть, если у нас не будет света, мы можем даже просто принять душ, потому что, когда нету света, у нас просто холодная вода, нам приходится греть. То есть... Отлично, да. Интернет у нас постоянно есть. Да. Смотрите, мы уже практически независимы от того, есть или нет свет. Нам нужно только для того, чтобы он время от времени появлялся, чтобы заряжать аккумулятор. И достаточно, чтобы было хотя бы 4 часа для того, чтобы его подзарядить. Ну и все. В принципе, даже 4 часа в день отопления нам хватит вот так вот, чтобы пережить, без света вообще. То есть, зарядить, если даже не будет вообще света, то можно где-то найти отнести аккумулятор, где-то, в общем-то, пойти и зарядить его. Ну, это уже крайний случай, не хотелось бы никуда ходить, а просто использовать вот аккумулятор здесь. Смотрите, прошло 10 минут, не знаю сколько, 11,6 так и держится пока. Ну, в общем, я думаю, мы не будем сейчас дожидаться, пока аккумулятор наш полностью разрядится. Он, кстати, не был и полностью заряжен, мы его использовали для света, поэтому я, скорее всего, в следующем видео расскажу, как надолго хватает нашего аккумулятора. Причем это старый аккумулятор, ему лет 5. Я купил его вместе с машиной, я даже не знаю, сколько на нем ездили, может и больше лет. Да, уже он и зарядку не держал, уже еле-еле заводилась иногда. Да, если да. у нас стоит, вообще не заводилась. Да, неделя простой машины, и этот аккумулятор разряжался. Поэтому зарядную купили. Поэтому ориентироваться на этот аккумулятор нельзя. Мы рады тому, что система работает. И все, мы теперь в шоколаде. Все, друзья, на этом с вами прощаемся. Всем мира, счастья. Да, кстати, забыл поблагодарить. У нас же есть друзья в Израиле, спонсоры наши, которые нам регулярно помогают финансово. Да, спасибо вам большое. И именно за их деньги мы приобрели этот инвертор. Вот. Гил и Илана, огромное вам спасибо. Спасибо огромное. Вообще всем, которые нам помогают, мы очень хотим поблагодарить, потому что благодаря вам вообще наш канал, мы имеем возможность. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите все, что хотите. Кроме гадостей. Всем счастья, пока.